Битва при Алезии произошла в сентябре 52 года до нашей эры около одноименной Гальской крепости. Как известно, сражение завершилось разгромом гальских войск и капитуляцией города. Но эта кровопролитная битва могла завершиться совсем по-другому. Лишь чудо и военный талант Цезаря спасли римлян от разгрома. За несколько лет Юлию Цезарю удалось подчинить многие независимые гальские племена и объявить Трансальпийскую Галлию римской провинцией. Однако в конце 54 года до нашей эры галлы подняли восстание. Предводителем был назначен Верцингеторикс. Узнав об этом, Цезарь спешно пересек Альпы. Сначала в битве при Герговии римлянам пришлось отступить, но Верцингеторикс не воспользовался этим случаем и укрылся в укрепленной Алезии. Поскольку город лежал на вершине крутого холма и римлянам не хватало войск, крепость можно было взять лишь осадой. Римляне построили линию укреплений, которая занимала в окружности 11 миль. Тем временем Верцингеторикс послал конных гонцов во все гальские общины с призывом прийти им на помощь. Узнав об этом от перебежчиков, Цезарь еще сильнее укрепил свой лагерь. Его солдаты вырыли 2 рва и соорудили множество двусторонних укреплений с башнями. А осажденные в Алезии, съев все запасы хлеба, начали голодать. Было решено изгнать из города всех слабых вместе с женами и детьми. Но Цезарь запретил пропустить этих людей. Когда к осажденным пришли на помощь созванные гальские племена, Цезарь приказал коннице выступить из лагеря и завязать сражение. Но галлы сумели выдержать эту атаку. Они ранили многих римлян, заставив их выйти из боя. Галлы были уверены в своем численном превосходстве. Они видели, как тяжело приходится римлянам. С полудня до захода солнца сражение шло с переменным успехом, пока, наконец, наемные германцы в одном из пунктов не опрокинули галлов. Во время их бегства стрелки были окружены и перебиты. В остальных местах римляне преследовали отступавших до их лагеря. Тогда осажденные в Алезии войска отступили в город. В течение еще одного дня галлы с внешней стороны укреплений изготовили много штурмового оборудования. В полночь они приблизились к римским укреплениям и обстреливали римлян, готовясь к штурму. Услыхав их крик, Верцингеторикс тоже дал сигнал своим войскам к наступлению и вывел их из города. Заняв свои посты, римляне отогнали галлов. Немало снарядов было выпущено из метательных машин. Во всех пунктах галлы понесли большие потери и нигде не смогли прорвать линии укреплений. Когда приближался рассвет, галлы, опасаясь окружения на неприкрытом фланге, отступили. Узнав об отступлении, осажденные галлы тоже вернулись в город. Отбитые дважды с большими потерями, галлы решили напасть на северный холм, укрепленный слабее остальных мест. Гальские вожди отобрали из племен 60 тысяч человек, которые славились своей храбростью, и назначили общий штурм на полдень. Командование они поручили родственнику Верцингеторикса Веркосвелангу. Его отряд к рассвету занял скрытую позицию за горой. В полдень его конница подошла к укреплениям, а остальные силы начали развертываться перед римским лагерем. Увидав это из крепости, Верцингеторикс тоже выступил из города, приказав захватить заготовленное для вылазки оборудование. Сражение шло одновременно во всех местах. В бреши между стенами галлы устремлялись большими массами. Растянутые по огромным укреплениям, римские отряды с трудом давали отпор. Отлогость холма оказала неблагоприятное влияние на ход сражения для римлян. На помощь Цезарь послал Лабиена 6 когортами, приказав ему держаться, а в случае невозможности увести когорты с холма, а сам как мог ободрял своих солдат. Тем временем осажденные множеством снарядов выбивали защитников из башен, засыпали землей рвы, рвали баграми вал и брустверы. Сражение становилось все более ожесточенным, и Цезарь сам повел на помощь резервы. Отбив галлов, он поспешил к месту, куда послал Лабиена, а части своей конницы он дал приказание объехать внешние укрепления и напасть на врагов с тыла. Поскольку укрепления не могли выдержать напора галлов, Лабиен собрал в одно место все свои когорты. Галлы вновь завязали сражение. Римляне оставили копья и взялись за мечи. Но внезапно в тылу у неприятеля показалась римская конница и другие отряды. Враги развернулись, но бегущих отрезали всадники. Пошла большая резня. Лишь немногие из этой массы спаслись. Осажденные, увидев из города избиение и бегство своих, отвели свои войска от укреплений. Тогда началось всеобщее бегство галлов из внешнего лагеря. Посланная вдогонку римская конница убила и взяла в плен много народу. Остальные галлы разбежались по своим общинам. На следующий день галлы направили к Цезарю послов. Он приказал им сдать оружие и привести своих князей. Отчаявшиеся голодные галлы так и поступили. Битва при Алезии стала последним крупным сражением в Гальской войне.
Вскоре после нее Галлия была окончательно покорена Римом. Но, как видите, исход этой битвы мог быть совсем иным. Имея многократное численное превосходство, галлы имели хорошие шансы на победу. Лишь плохая организованность разрозненных племен помешала этому.